Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы будем с вами плести вот такие вот интересные серьги в технике фриволите. Они у нас будут состоять всего лишь из 3 одинаковых мотивов. Посмотрите, вот это вот лицевая сторона, а вот это изнанка. Причем в данном мастер-классе я хочу рассказать вам о своей новой идее по укреплению кружева. Ну что же, давайте приступим к работе. Для работы я решила использовать одно сложение ниток опал вот такого красивого золотистого оттенка, а также мадейру номер 40, тоже в одну нить. А теперь самое главное, для того чтобы придать изделию жесткость, я решила добавить к своей комбинации ниток еще и мононить. Да-да, вы не ослышались, это самая обычная мононить, которую используют либо в бисероплетении, либо для расшивки изделий. Кстати, я просто уверена, что если вместо мононити использовать тонкую леску, то результат может быть намного интересней. Как всегда, для начала мы связываем 2 конца нитей. После этого мы начинаем плетение первого колечка. Плетется оно по схеме 8 пико, 5 пико, 8. Не забывайте также заправлять кончики ниток в начале плетения. Как обычно, я делаю это в 2 или 3 узелка. Для надежности я всегда оставляю маленький хвостик после 3 первых сплетенных узлов и дополнительно прижигаю его зажигалкой. Такой способ, мне кажется, максимально надежным. Сплели первое колечко, теперь затягиваем его и смотрим на результат. Далее меняем челноки местами и начинаем плести дугу. Плетем ее по схеме 8 пико 5. Пико делайте все не особо большими, потому что они у нас соединительные, а если сделать их довольно крупными, то в изделии у вас будут просто пробелы, которые редко красят наши работы. Теперь мы сплетем кольцо на дуге. Плестись оно будет по схеме 10 пико 5. Посмотрите, я снимаю нить с левой руки и этим же челноком начинаю плетение колечка. Если вы не знакомы с таким способом плетения, то лучше отдельно посмотреть обучающие видео, чтобы не запутаться. Колечко затягиваем и продолжаем плетение дуги. Далее мы плетем 4 полных узелка. После этого мы плетем второе кольцо на дуге. Плетем его по схеме 4 пико, 5 пико, 3. Но при этом уже после первых сплетенных 4 узелков мы выполним соединение за предыдущее колечко. У нас тут есть пико соединительное, вот как раз за него мы и будем присоединяться. Аккуратно выполняем соединение. Далее плетем 5 пико 3. Колечко можно затянуть.
Будьте внимательны и не особо сильно затягивайте узелки, потому что колечки маленькие, и если нить у вас перекрутится в работе, то их будет очень сложно затянуть. Далее мы продолжаем плетение дуги и опять плетем 4 узелка. Теперь у нас будет третье кольцо на дуге, плетется оно по схеме 3 пико, 3 пико, 2. Колечко очень маленькое, будьте внимательны. Плетем первых 3 узелка, далее выполняем соединение с предыдущим колечком, вот здесь вот за пико, плетем 3 пико, 2. Затягиваем колечко, и вот, пожалуйста, вот такой результат у вас должен получиться. Далее мы продолжаем плетение дуги, нам осталось совсем немного, доплетаем еще 2 узла и выполняем соединение за пико, который у нас есть на центральном колечке. Вот сюда. Соединили. Теперь будьте внимательны, работу нам нужно будет перевернуть. Мы продолжаем плетение дуги, но челноки при этом у нас поменяются местами. То есть дуга у нас будет просто перевернута. Дугу мы плетем по схеме 5 пико 4. Сплели, обязательно ее подтягивайте. И смотрите, после того, как мы сплели дугу, мы выполним соединение за последнее колечко, которое у нас было на дуге сплетено. Вот сюда. Выполняем соединение. И снова меняем челноки местами, потому как дуга у нас снова изменит направление. Теперь мы плетем дугу из 8 узлов. Далее снимаем челноки с рук, меняем их местами и будем плести обычное колечко. Плетется оно по схеме 5 пико, 3 пико, 4. После первых сплетенных 5 узелков мы выполним соединение за пико, которое у нас есть на дуге. После этого доплетаем 3 пико 4. Колечко затягиваем. И вот почти половина работы у нас уже готова. Далее мы меняем челноки местами и плетем центральную дугу. Она у нас будет состоять из полных 12 узелков. Сплели 12 узлов, меняем челноки местами и будем плести колечко по схеме 4 пико, 3 пико, 5. Не забываем, что после первых 4 узелков мы выполним соединение за кольцо. Аккуратно проходимся в пико и доплетаем колечко. Все очень просто.
3 пико 5. Затягиваем кольцо. Далее мы начинаем плетение дуги. Дуга у нас будет большая. Плетем в начале дугу из 8 узлов. Далее будет очень важный момент, потому что вам нужно найти какую-нибудь скрепку, либо другое приспособление, которое вам удобно, для того, чтобы образовать ложное пико на дуге. Потому что в этом месте у нас дуга будет менять направление, а присоединяться нам пока что еще не за что. Смотрите, я надеваю аккуратно скрепку. Меняю челноки местами, чтобы изменить направление дуги. И начинаю плетение следующей дуги 4 пико 5. Не забываем, что после первых 4 узелков мы выполним соединение за колечко, которое у нас сплетено ранее. Вот посмотрите, вот здесь вот мы выполняем соединение и после этого доплетаем еще 5 узелков. Кстати, после этого нам также нужно будет выполнить соединение за уже центральное кольцо. У нас здесь есть пико, посмотрите. Вот. Скрепку мы еще не снимаем, продолжаем работу. Снова меняем челноки местами. У нас здесь опять дуга будет менять направление. Плетем первых 2 узелка. Ну а теперь опять кольцо на дуге. Снимаем один челнок с руки и начинаем плетение. 2 пико, 3 пико, 3. Но при этом после первых сплетенных 2 узелков мы должны будем выполнить соединение с дугой. То есть смотрите, я сплела 2 узла. Теперь аккуратно вынимаю скрепку, укладываю работу так, чтобы мне было удобно выполнить соединение. Присоединяюсь к дуге, а далее продолжаю работу, как и обычно. Доплетаю 3 пико 3. Колечко затягиваю. Теперь мы плетем далее дугу из 4 узлов. Снова снимаем один челнок с руки и плетем кольцо на дуге по схеме 3 пико, 5 пико, 4. Не забываем также после первых сплетенных 3 узелков выполнить соединение за предыдущее колечко. У нас здесь есть пико. Аккуратно присоединяемся. Доплетаем кольцо до конца. У нас остается 5 пико 4. И затягиваем. Продолжаем плетение дуги. Плетем еще 4 узла. Опять снимаем один из челноков с руки и начинаем плетение кольца на дуге. Теперь уже у нас схема будет плетение 5 пико 10. И после первых 5 узлов мы выполним соединение за пико от предыдущего кольца. Вот здесь вот аккуратно выполняем соединение.
После этого можно доплести 10 узлов и затянуть наше колечко. Нам осталось прям совсем чуть-чуть, и работа будет готова. Точнее, одна часть нашей работы. Теперь мы доплетаем дугу по схеме 5, пико 8. Смотрите, дуга у меня теперь уже готова. Теперь нам обязательно нужно заправить аккуратно все хвостики в работу. Ну что же, одну из 3 деталей я уже закончила. Посмотрите, как она выглядит. Вот, все кончики у меня уже заправлены. Ну что, давайте теперь приступим к плетению второго мотива, который у нас будет присоединяться и накладываться на первый. Я хочу вам отдельно показать именно момент присоединения мотива, так как сама схема у нас изменяться не будет. Вот посмотрите, сейчас у меня сплетено центральное колечко, а также начало дуги, то есть 8 первых узлов. Теперь я беру и подкладываю первый мотив под как раз таки свою работу. Сейчас мы будем выполнять соединение с первым мотивом. Посмотрите, присоединяться мы будем в основании боковых колечек, вот здесь. Обязательно следите за тем, как у вас уложен первый мотив. Итак, я немножко согну работу, чтобы мне было удобнее выполнить соединение. А также крючок нужно завести как бы с изнанки, для того, чтобы дуга у нас потом при плетении не переворачивалась. Аккуратно выполняю соединение. Будьте предельно внимательными и обязательно переворачивайте работу так, как вам было бы удобно в плетении. Так, соединение я выполнила. Теперь мы просто продолжим плетение мотива по схеме. Также я отдельно хочу показать вам соединение второй дуги. Покажу, куда нужно соединяться, но в принципе все очень логично, то есть мы соединяемся после плетения дуги, то есть после начала плетения дуги из 5 узлов. 8 узлов мы будем плести уже после соединения. Соединяться мы будем также в основании вот этого колечка. Вот, посмотрите. Мотив, как видите, у меня полностью сплетен. Ну и опять я здесь решила немножко согнуть работу и выполнить соединение так, чтобы мне было это удобно. Аккуратно выполняю соединение. Далее выполняю соединение еще 8 узлов и просто прячу хвостики нитик в работу. Все, здесь в принципе ничего сложного нет. Вот еще раз хочу показать вам поближе место соединения. Кончики я уже спрятала. Просто показываю еще раз, чтобы вам было более понятно. Ну и все, теперь можно приступить к плетению третьего мотива. Здесь тоже не будет ничего сложного, то есть схема у нас опять не изменяется. Нам нужно сделать только 2 соединения, и опять мы плетем вначале первое центральное колечко, далее плетем первых 8 узелков и будем выполнять соединение с нижним мотивом. Для того, чтобы вам было все хорошо видно, я отогну верхнюю часть и покажу именно нижний первый мотив, за которым мы будем выполнять соединение. Вот посмотрите, вот в это пико мы как раз таки соединяемся. Далее продолжаем плетение всего мотива по схеме, которую я предложила ранее. Ну и отдельно хочу показать вам, как я буду соединять мотив, который я уже почти доплела. То есть мне осталось буквально чуть-чуть, и работа будет готова. Я переворачиваю работу, складываю ее, для того, чтобы мне опять было удобнее выполнить соединение. И соединяю после первых 5 узлов, которые я сплела от дуги. Вот здесь выполняю соединение. И доплетаю еще 8 узлов. Кстати, рекомендую вам ниточку
не фиксировать до конца, либо начать фиксацию мотива, но при этом хвостик не отрезаем, потому что этим же хвостиком мы будем расшивать нашу работу, что я конкретно сейчас подробно вам расскажу далее. Для расшивки я решила взять два вида бусин. У меня это 4 миллиметра. Одни будут вот такого красивого, яркого, насыщенно золотистого оттенка, а вторые бордовые. Итак, расшивка у нас будет максимально простой. То есть нам вначале нужно выйти на лицевую сторону в самом центре мотива. Вот посмотрите, вот здесь вот прям посередине. Выходим. И теперь мы должны аккуратно пройтись в центр. Проходиться мы будем, посмотрите, за соединение двух колец. Вот здесь вот, в пико. Проходим. Надеваем одну бусину, у меня это бордового оттенка. И вшивать я ее буду опять-таки в дугу, вот здесь, в серединку. То есть находим серединку, отсчитываем, чтобы у нас было ровное количество с одной и с другой стороны узелков. Проходимся в одну сторону. Также хочу отметить важный момент, что после того, как мы прошлись посередине нашей дуги, мы дополнительно должны пройтись и в нижний мотив. То есть посмотрите, между соединениями, вот здесь вот есть соединительное пико, сюда мы тоже сразу же притягиваем нашу работу для того, чтобы просто низ и верх у нас были как бы единым целым. Если вы хотите, всегда можно вшить дополнительно между дугой и вот этим соединительным пико какую-нибудь маленькую бусину. Я этого делать не стала, я просто сразу притянула работу и через бусинку возвращаемся назад. И дальше опять проходимся в соединение между двумя колечками. Вот так. Далее все очень просто. Мы будем чередовать разного цвета бусины. Поэтому я вначале надеваю одну золотистую, а вторую темно-бордовую. Надеваю две бусины и теперь буду проходиться за вот это колечко, который у меня уже, получается, на другом мотиве расположен. Вот, это как раз-таки большое центральное кольцо. Я прохожусь в него и надеваю последнюю, четвертую бусину, которая у меня золотистого оттенка. Также прохожусь в основание колечка, вот здесь. И теперь возвращаюсь через все свои пришитые бусины назад. Лучше всего, если вы пройдетесь 2 или 3 раза сквозь бусины, насколько вам позволяет толщина нити и опять-таки используемые иглы, для того, чтобы у вас работа была максимально хорошо зафиксирована, потому что бусины имеют свойство просто отрываться во время носки. Я прохожусь примерно 3 раза обычно. В самом конце я выхожу на изнанку и дополнительно вшиваю кончики нити, опаляю их, чтобы это все было, конечно же, незаметно, аккуратно. Теперь отдельно хочу показать, как я присоединяю швензы. Возможно, кому-то это будет интересно. То есть ничего сложного нет, я просто отгибаю вот этот крючок, надеваю свою уже сплетенную и расшитую сережку и все. Закрываю, опять-таки зажимаю этот крючочек. Все, работа готова. Вот, посмотрите на результат. Мне он очень понравился. Во-первых, мне понравился способ укрепления. Во-вторых, мне очень понравилось сочетание ниток, опал и мадейры. Выглядит очень необычно. Жаль, что камера не передает всей красоты вот этого оттенка. Ну что же, я очень рада, что вы посмотрели сегодня мой мастер-класс. Всем огромное спасибо, кто ставит мне лайки, а также пишет комментарии. Я очень вам за это благодарна. Ну а на сегодня я хотела бы попрощаться с вами. До новых встреч. Пока-пока.